Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье. Я сейчас в таком полуэйфорически возбужденно прекрасном состоянии, потому что сегодня будет просто офигеть какие предметы на обзоре. И, по крайней мере, по трем, если не по всем из них, у меня очень хорошее предвкушение. Как будет на самом деле, я не знаю. Да и знать не хочу, потому что мне уже хорошо. Ну и постараюсь, чтобы это хорошо протянулось на все бритье. Вы на крупный план, смотрите там что да как. Ну а потом догоняйте, я начинаю. Два гема у нас еще остались на канале не окученные, которые появились благодаря Сергею Николаевичу, город Чита. Если микроматика мы уже брились некоторое время назад, но тем не менее я все равно хотел оставить на потом, потому что он для меня как вишенка на торте, и хотелось бы самое сладкое оставить на потом, то сегодня, наверное, давайте побреемся просто гемом. Вот таким скромным изделием, которое поставлялось в пластиковой коробке. Коробка родная. Здесь никаких особо таких сильных-то надписей вы не найдете, кроме того, что это, да, короче, сделано в Америке. Вот и все. Ну и бумажка еще вот это вот. Что там к чему, больше ничего не разберешь. В самой коробке есть место для лезвий. Так как станок называется, судя по названию, вы уже прочитали, гем, и пачка лезвия называется гем, очень сильное подозрение, что лезвия как бы родные от этого станка. Я заглядывал, там лежит несколько штук, но я думаю, что эта коробка родная, а лезвие, скорее всего, это Сергей Добрая Душа положил уже свежие. Хотя здесь тоже написано гем. Короче, замануха еще та. Сама коробка. Понятно, что это не новодел. Понятно, что это свежачок. Но старинный свежачок. В обалденном сохране. Посмотрите. Прям такое ощущение, что вот муха летела, подлетела и подумала, да ну на, развернулась и улетела. Вот не сидела муха. Посмотрите, какая красота, как это сохранилось. Серега, спасибо тебе огромное. Ну и сам станочек. Таких гемов я не видел. Не скажу, что я видел много. Картинок-то я видел много. Но вот таких я не видел. Он для меня необычен по многим параметрам. Во-первых, своей скромностью. Потому что нигде ничего вы не найдете. Только там, глубоко-глубоко внутри, под капотом, есть надпись, я вам ее покажу. Потом, необычность вот в этих вот заклепках. Посмотрите, как интересно ручка крепится. Если во всех остальных это какой-то монолит, знаете, вот моноизделие, оно как-то сопряжено, и из одного перетекает в другое путем резьбовых соединений или защелок, то здесь просто заклепки, прикиньте. Ну, то есть вообще интересно, ручка продолжает меня удивлять, как и все остальное, потому что таких ручек я тоже не видел нигде. То ли бакелит, то ли еще что-то. Но вот это вот не сталь, это что-то другое. Очень сильное подозрение, что это что-то другое пакетированное. Внутри стоит прослойка трех слоев, а потом сверху еще вот эту вот штуку, все это склепали. Часть фиксирует ручка, вовнутрь зашла, здесь заклепочками тырц. И вот получилась у нас вот такая красота. Точно так же, как на всех гемах, здесь есть уже определенный угол, под которым рекомендуется бриться. Клипса, которая вот здесь, вот смотрите, так тырц, хоба, и все у нас поднимается. На самой крышке ни гу-гу вообще. А вот здесь интересно. Здесь тот самый гем, который написано везде. Ну и скромно сделано в Америке. Все. Больше ничего. По краям те же самые зацепы, которые нам будут позволять крепить наше лезвие. Ну и все достаточно так скромно, демократично, со вкусом. Вот как будет брить, вот это мы сейчас и посмотрим. Заряжаем. Беру свое уже хоженое дважды лезвие. Вставляю. Ввожу в зацепы. Закрываю. Это, наверное, самое простое, самое быстрое заряжание станка, которое я когда-либо видел, с которым сталкивался. Настолько все элементарно просто, Ватсон, что просто диву даешься. Дай бог, чтобы он еще и брил. А я думаю, что он будет брить. Все. Вот с этой красотой мы с вами сегодня и побреемся. Мыл. Это большое спасибо, большое джакую Андрею Басу Черкасы. Потому что благодаря ему я сегодня смогу вам показать Gold Label раков. С одной стороны, мыло вроде бы обычное. За 3,5 унции, то есть 100 грамм, ребята просят 5,99. Ну, грубо говоря, 6 баксов. А с другой стороны, ну ни хрена необычное. В чем же его необычность? Да не в том составе, который вы здесь можете почитать, ребята, а в том, что разораки заморочились сделать не просто твердое мыло, а тройного помола.
И они долго-долго-долго искали людей, которые могли бы их надоумить, поставить на путь истины и сказать: ребята, вот делайте вот так, и будет с вами счастье. Никак не находили, пока до тех самых пор не вышли с ними на связь семья с севера Италии и сказала: так, вы там что-то мучаетесь, давайте мы вам поможем. Ну и на самом деле, да, у ребят там этот секрет не утерян, и они там консультировали, что-то делали, что-то там дарам. И по итогу пришли они к той формуле, которая и Разораков, и семью севера Италии устроила. Так и родилось Golden Label. Но на этом не закончилась удивительная составляющая этого мыла, потому что туда была добавлена еще какая-то часть, какая-то процентовочка активированного угля, дабы, если у вас жирная кожа, лишний жир снимать, а если у вас сухая, чтобы увлажняло. Ребят, только не спрашивайте, как активированный уголь может увлажнить сухую кожу. Я не знаю. Вот просто я не понимаю, это к химикам надо обращаться. Кто в курсе, ребята, напишите в комментариях под видео. Но на самом деле мыло, ну, ребята, оно реально твердое. Просто реально твердое. А запах, ребята, запах такой, что просто святых выноси. Вот не было бы камеры, я бы его уже покусал, я бы его грыз, потому что оно такое вкусное. Что-то они там говорят про свои какие-то итальянские традиции, про какой-то 3 икса, про что-то там. Если это на самом деле так я хочу жить там, где живут эти итальянцы. Потому что это на самом деле так вкусно, так шикарно, так обалдительно. Очень вкусно, очень вкусно. Но вот если бы я это сделал, мыло, или там мой товарищ, я бы гордился, что вот это вот я вот сделал, или там вот мой товарищ сделал. Вот я думаю, что это тот продукт, которым можно гордиться. Я вот это имел в виду. Ну, если у меня еще удастся его разгадать, ну, тогда это будет вообще просто хорошо. Вот сегодня этой красотой и будем бриться. А поможет нам сегодня Разорак Big Brews. Не в том смысле, что у нас давно не было синтетики на работе. Ну да, и в этом тоже. Но что-то в нем есть такое, что постоянно манит, постоянно притягивает. В этом помазке, мне кажется, компания достигла абсолютного баланса, совершенства и просто, знаете, какой-то гармонии. Если взять, допустим, качество, стоимость, внешний вид, дизайн. То есть все те параметры, которые определяют то изделие, которое мы сейчас с вами держим, в данном случае помазок для бритья, то вот здесь все в балансе. В таком балансе, что просто очешуеть. Потому что, в моем понимании, это шикарный, обалденный помазок, которому, ну, я не знаю, в любом доме будет не стыдно. И любой человек, его взяв в руки, скажет: да это не западло, это вещь. Просто реально вещь. Хороший. И при всем при том, ребята, он смотрится шикарно. Плюс он стоит каких-то смешных совершенно денег. То есть вот Разораки молодцы. Тут вот прям красавцы. Вот есть у меня мечта работать в этом направлении. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится. Может быть, и получится. Вот такой красотой сегодня и будем пену забирать. Ах да, совсем забыл, еще 2 безделицы. Первое, это чаша от Дениса. Очень хочется ее сегодня попробовать. Ну вот сегодня мы ее и обкатаем. Сегодня будет ее боевое крещение. И второе, сегодня возьмем наш квасец. Ну, даже если он не понадобится, попробуем его в действии. Там соленый, не соленый, сладкий, какой он там, работает, не работает. Вот это вот сегодня попытаемся испытать. Ну а за тут и говорить нечего. Это экспериментальный образец. Глядя на эту бутылочку, видите, вот фракции разделены. Я понимаю, у кого жилет слезали вот эту идею. Помните, там, да, вот низ такой, а верх голубой. Ну вот по этим напевам примерно как-то все это сделано. Предназначение вот этого продукта — это борьба с раздражением. Ну, естественно, успокаивание, дарам-дарам. Короче, это супер-пупер мощно заряженное уходовое устройство. Это оно так планировалось. Как оно будет, это мы еще посмотрим. Но планировалось оно именно так. Ну вот, сегодня и посмотрим. Получится, не получится. Все, ребят, пошли бриться. Перво-наперво, конечно же, замочим мыло. Ну, шайба крутится, ну ладно. Хорошо, пускай крутится. Но я думаю, после первого бритья, как там вот это вот все произойдет, потом мыло подсохнет, оно перестанет крутиться. Так, дайте-ка я вот эту юшку соберу. Вот она хорошая какая. Так, а сюда маленько, так, новой кину. Ой. О, ребята.
Жоп. Просто жоп. Смотрите. Видели, да? Вот. А вот так правильно будет. То есть вот очень хорошо. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь берем наш помазуль. Хороший, добрый. Вообще, по большому счету, я вот так вот, наверное, сделаем. Розаракам по белому завидую. Реально завидую, потому что... Так, не хочу, чтобы капало. Давайте в чашу будем собирать. Потому что ребята... Ну, молодцы. Просто молодцы. Ну, смотрите, вот этот помазок, да? Что, они его сами сделали? Нет, нет, конечно же нет. Помазок, кисть, они заказали. Ручку тоже заказали. Собрали, назвали громким именем Розарак, Биг Брюс. И продают хороший помазок не задорого. Кто-то скажет, так что там они, господи, склеить-то, ребят. Ну да, можете склеить, а вы сами сделаете. Ваши помазки где? А вот у них есть, молодцы. Они все это организовали, они все это делают. Мыло, вот это мыло. Понятия не имею, что сейчас будет. И понимаю, что не они это сделали. Они воспользовались рецептом как семейного бизнеса, что ли. То есть семья вот варит мыло, да? И вот по этому рецепту у них сделано. Кто-то скажет, да это не их мыло, там вот кто-то. Да, может быть, пускай не их. Но они нашли этих людей, они сделали это мыло, и они его выпускают. Если бы не они, не было бы этого мыла, и мы бы сейчас с вами не кайфовали вот от этого. Понимаете, в чем дело? Можно говорить все, что угодно, но Розарак тупо работает. Просто работает. Молодцы. Просто молодцы. Вот в этом плане я прям... Ух. Ну, еще вам скажу. В описании к этому мылу они, конечно, запугали. Потому что мыло твердое, там как взбивайте, как твердые мыла. У меня в голове сразу колонал Конг, думаю, ну все, сейчас выложусь на все 100. И не факт, что что-то получится. Что тут? Вон уже прет. Удивили, удивили. Оно может быть и твердое, ну на самом деле твердое по фактуре. Но пену-то смотрите, как оно генерирует. То есть, ну как бы норм. Так, сейчас я руку очищу. Так, давайте посмотрим, он будет работать, нет? Да? Эть. И так работает, и так работает. Блин, Денис Молотов хорошую чашу сделал. У меня сейчас руки умыли, скользкие. Это пластик, тоже все скользкое. Но благодаря тому, что ручка вот такая, вот так держать неудобно. А вот если вот так, то все еще нормально, все еще хорошо. Поехали. По габаритам вполне себе. По пальцам не бьет. Смотрите, все нормально, все хорошо. Функционал работает. Сейчас без всякой воды. Смотрите, что. Безе. Так. Берем маленько так воды чуть-чуть. Мыла не знаем, поэтому много не будем. Давайте так. Посмотрим, что оно нам в ответ скажет. Откликнулась, смотрите, откликнулась. Значит, дальше наглеть с водой не будем. Если будем добавлять, то по чуть-чуть, помаленьку. Это не Серегина мыло. Там, как в понедельник с Бадуна, прям лей, не нальешься. Я пью все немало, уж мыльное стало. Серегина мыло любит воду. Любит. Хоть и не все его оценили по достоинству. Ну, ввиду того, наверное, что мне все-таки с третьего раза только удалось там фэншуй достичь. Вот так. Но зря, ребята. На самом деле мыло хорошее. Просто хорошее. Там и со скольжением все в порядке. И с пеной, если делать по-грамотному, как я сделал в третий раз. Я не понимаю, а что тут еще? Ну, как бы уже все. Пошли бриться. Хорошо. Как говорится, хорошо в краю родном. Пахнет мылом, чем-то там еще пахнет. Забыл напомнить. Поехали.
Ну, ребят, ну чё, вот пока, я бы сказал так, это твердое мыло с замашками мягкого, потому что, ну, пена это не проблема для этого мыла. Если, допустим, вот на предыдущем от Сергея, там можно было лохануться, не учтя нюансы, там типа как вот, чтобы оно все-таки было, чтобы воды там еще добавлять, да? Здесь смотрите, что. Здесь интересно, интересно. Густотень, конечно, неимоверная. Что я с ней буду делать, пока еще не знаю. Но это слишком густо. Но учитывая, что за инструмент у нас сегодня. Так, ну-ка попробуем как на подставочку. Да? Да. Да. Смотрите. Работает. Ну, с Богом. Давай гемчик. Производство Америка. Не зарежешь меня? Парни, идет, нет? А то у меня там кипятком уже во все стороны, блин. Вы слышали, как идет? Просто бархат, бархат. Это, кстати, то самое лезвие, которое уже сколько там, дважды хожено. Это третья его ходка. Но собирает, да. Интересно, девки пляшут. Совершенно по барабану, в каком состоянии у вас рука. Она может быть мыльная, она может быть мокрая, она может быть какая угодно. Она может быть в дрободан вообще, вот прям не петь, не свистеть, ушатанная. Но ручка такова, что фиг вырвется. Во-первых, тут насечка есть, во-вторых, пластик какой-то такой интересный, прям хорошо. Угу. Ну прям вообще. Есть о чем подумать. Второй проход. Так, у нас там по маске густотень. Ох. Ну, на мокрую по скольжению, конечно, дофига. Забыл. Сейчас проверим после второго. Ребята, запах. Он интересный. Нет, то, что он классный, это само собой. Он проявляется интересно. Вот если глаза закрыть и не думать о том, что у тебя сейчас на лице, то это запах одеколона. Но ты понимаешь, что здесь одеколона нет, здесь вот просто мыло. Причем что-то олдскульное здесь проглядывает. Но с современными брызгами. Вот что-то вот такое есть. Пена совершенно неприличная. Просто наглая, оборзевшая. Но смотрите, у меня сейчас нет щетины на лице совсем. Ну и
Какого она цвета? Это не что-то жиденькое, это что-то охреневшее. Вот просто охреневшая пена. Промывается элементарно просто. Вот так и все. Ну и есть пульскольжение, конечно. Чего-то космического нет. Оно здесь есть. По пятибалльной, ну вот если Серегину я бы, например, поставил 5,5, потому что когда у него проводишь, там не было ощущения, что ты осязаешь что-то скользит. Вот понимаете, вот как желе. Вот ты тысал в разные стороны, вот что-то такое было. Но естественно со скольжением. А здесь скольжение, оно вот не пятерка, а, наверное, вот 4,7 бы дал. Потому что да, оно есть. Может быть из-за того, что быстро впитывается вместе с влагой и тут... Так, а мы проверим. Ну, вот так да. Так да. Ну, короче, хорошее, нормальное скольжение. Ну, по крайней мере, я бы до этого докапываться не стал. Оно нормально. Ну и третий. Ну, из чаши вообще даже не брал ничего. Возможно, виной тому, что мы с синтетикой работали. И барсучок, может быть, показал бы другой результат. Более скромную сбиваемость. Может быть, чуть больше расход. Я хз. Может быть. Но у нас сегодня синтетика. И всем хорошо. Ну вот третий. На лице щетины практически нет. Она, зараза, какой была белой, такой и белой остается. Вот когда говорю, что это оборзевшая пена, вот это вот я имел в виду. Поехали. На старой дрожжи. Столько дней прошло, я думал, зажило уже. Ну, возможно, это и хорошо, что вот эта фигня сегодня случилась. Потому что у нас есть что на него воздействовать. Ну, в смысле, не только это, как бы еще и... Блин, ну как вот таким станком можно порезаться? Ну это только я могу. Ребята, это мое.
Ну вот, если докапываться, то вот здесь вот. Ну, свою любимую я не полезу, потому что там и так все на честном слове держится. Сейчас я еще станочком махну лишний раз. Да блин, чтоб я так жил. Все. Вот весь бритье до копейки. Автошейф, хотя постойте. В чаше как не брал, так и не это самое. Если заберу, ну все не смогу забрать, потому что оно там, вон, смотрите, что прилипает, то у нас вон сколько всего. И это всего очень приличного качества, с бодрым стояком. Даже не на 5:30, сразу на 6. И посмотрите. Ой, как пахнет, блин, ребята. Пахнет. Все, теперь автошейф. Мама, я летчика люблю. Летчик высоко летает, летчик много получает. Мама, я летчика хочу. Люблю, правильно будет. Парни, ой, настроение просто бомбическое. Ну так вот прям. И даже вот несмотря на то, что вот это вот легкое недоразумение, я его воспринимаю как должное. Ну, во-первых, я это умею, вы сами все знаете. Да это знают все. Даже на Дваче, там, помните, картинку налепили. Тут кровища кругом, тут все брызжет. Я как раз вот в этой рубашке. И там вот я в гордом весь такой, там вот что-то там такое. Ну, господи, видели наверняка эту картинку. Классная. То есть меня уже давно все раскусили. Так вот, я в таком восторге вот от этого инструмента. Ну просто очешуеть. Не только от него. Я также в восторге и от этого инструмента. И от этого инструмента. А у меня впереди еще 2 инструмента. Я уже счастливый. А тут еще автошейф, и тут еще вон этот, как его, ну, силумен, вон, антисептик. Квасцы. Так разволновался, что даже вылетело из башки, как эта фигня называется. Так, намочу его прям. Ну что, кисленький, нормально. Нет, с каким-то привкусом. Ну, дальше рисовать не буду. Короче, ребят, работает. Работает. Сейчас надо сухую тряпочку какую-нибудь. На самом деле выбирали из многих компаний. И по большей части в переписке-то все и решалось. А потом, когда по переписке все отсеялось, заказали образцы, прислали контрольные образцы, на них уже смотрели. И только после этого принимали решение, с кем будем работать. Но опять же, не последнее дело играли мощности предприятия, то есть что оно может, насколько оно способно. То есть вот не каждое могло бы, допустим, вот так красиво сделать. Но это тоже все учитывалось, и это все, конечно же, тоже все решалось. Так, теперь убираем. И теперь берем самый главный, который у нас сегодня на испытаниях. Ну вот эта вот байда, которая, вот смотрите, вот она и так, и так. Ну по приколу, конечно. Человек, который все это сделал, говорит, надо хорошо отвести. Человек не новичок. Человек знает, что делает. Поэтому я спокоен. Тут вот для меня главное, чтобы вот уходовая работала. С ароматикой потом разберемся. Хотя здесь уже и ароматика есть. Странно. Пульверизатор как-то работает странно. Нет вот этого, а есть. Как будто тебя, ну вот когда тебе обволакивают лицо вот этим, да, ты понимаешь. А тут то же самое, но только из какого-то приятного, жидкого. И вот так тебе лицо. Классный.
М. Хорошее, нормальное техзадание, там все по полочкам прописали, то есть человек понимал, что нам необходимо. И вот если вот это сейчас заработает, то это для меня лично будет прорыв, для меня лично будет бомба. Для вас, ну это потом сами узнаете, попробуйте. А сейчас же, ну, во-первых, пока состав держится от меня в секрете, ну, чтобы я там не подглядывал. Но скажу так, что здесь алкоголя, если и есть, то чрезвычайно мало, если он вообще здесь есть. На запах он не ощущается никак, жжения не было никакого совершенно. Та жидкость, которую я на себя вылил, она была чрезвычайно комплементарна, но не в части запаха, потому что с запахом я бы тут все-таки поработал. По запаху тут что-то было от детского мыла. Ну, да, в принципе, нормальный запах, но все-таки для автошейва я хотел бы что-то другое. О, да, те маленькие нанороботы, которые должны быть, я их здесь чувствую. Все это уже на 3/4 высохло. Давайте все оставим и посмотрим, чем закончится. Если это высохнет совсем, а потом я еще часик-другой понаблюдаю вот за всем этим, то для меня лично это будет победа. Если не высохнет, уже плохо, уже надо работать. А если тут пятна, тоже плохо. Поэтому не будем торопиться, просто посмотрим. Ну, давайте, наверное, с антисептика. Алюмокалиевые кварцы от компании Home Like Shaving. Ребят, по своему составу это не хуже, не лучше, чем все остальное на рынке. Просто упаковка брендированная, и это вот как бы продукт от этой компании. Вот и все, не более того. Ввиду того, что в принципе-то мы в этом деле уже не первый день, догадывались, что лучше, догадывались, как интересно. Поэтому два форм-фактора и было выбрано. Не случайно. Во-первых, это постоянный контроль. Даже если вы это будете оставлять в ванной, у вас никогда не будет лишней влаги. Вы поработали, промокнули, закрыли, все. Тут хоть баню принимай, тут уже по барабану что будет. Плюс это транспортный кейс. Вы поехали куда-то, бросили в сумочку, на карман, да куда угодно. И вот вам, пожалуйста, можете не переживать, что у вас там что-то где-то как-то. По поводу крепления там внутри, ребята, не переживайте. Тут добрых 2 сантиметра, так что все нормально, все хорошо. С этим тоже все в порядке. Вот за этот карандаш я спокоен, за этот карандаш я точно знаю, что он будет работать и принесет радость людям. Ну а те, кому нужны алюмокалиевые, вам останется просто выбрать между тьмой и тьмущей компанией. То есть вот по большому счету выбирают по 2 критериям. Это цена и качество. Качество мы уже обеспечили. За ценой за нами не заржавеет. Выбирать, не выбирать, тут решаете вы сами. Дальше, помазок. Задолбался я уже про него хорошие слова разговаривать. Это хит. Просто хит в моих глазах. Это обалденное, шикарное изделие по разумной цене, по великолепным тактико-техническим показателям. В руке чрезвычайно удобно, потому что эргономика проработана. Сам по себе помазок сделан так, что вы будете им работать и остановиться трудно. Хочется еще. Он и в раскоряк, он и в расщеперку, он и кисточкой. Плюс ко всему, вот эти верхние звездочки, они у него гладенькие, такие хорошенькие, но без какого-то перебора и жополитства. То есть тут нет такого, что вот, знаешь, вот намякивают, да ты чего там мюллерская синтетика отдыхает, я вот тут сейчас. Нет, такого нет. Мюллерская синтетика не отдыхает. Но все равно достаточно хорошо, достаточно приятно. И в работе это как бы нравится, реально нравится. Плюс ко всему стоит. Ну что там, да вообще ничего. Поэтому Радараки молодцы, вообще красавцы, горжусь я ими. Ну, в смысле так, по-хорошему. Высохло, а лицо все. Вы когда на улице человека видите, и вот порой случается так, что вы смотрите на него, и вы ясно осознаете, он ухоженный. Это видно. Не обязательно для того на нем должны быть какие-то дорогие часы, щеблеты и дорогой костюм. Нет. Просто видно, что человек ухоженный. Пускай даже он недорого одет. Но видно, что ухоженный. Вот сейчас вот такая фигня у меня с лицом происходит. Вот если бы мне вот так вот все завязали, закрыли, потом побрызгали, растерли, а потом сказали, ну-ка через 5 минут потрогай. Я бы вот это сказал. Ухоженное лицо.
Понятно, что его чем-то обрабатывали. Чем, я не знаю, мне глаза были завязаны. Понятно, что чем-то хорошим, потому что если бы это было что-то не очень хорошее, у меня тут, возможно, даже еще и испарина была, у меня, возможно, бы где-то что-то еще не досохло. И первая мысль, там, что-то слишком жирное на меня намазали. Но нет, нет такой мысли. Не молочком точно, потому что после молочка, да, кожа хороша, ну, после хорошего молочка, но она другая. А здесь я больше шагрень ловлю. Ну не ту шагрень, которая, знаете, уже прям что-то такое вот, прям, нет, а в достойную такую, знаете, вот как, ну как, ну как кожа на хороших перчатках. Вам тоже не надо рассказывать, что вот, о, смотри, табличка, кожа хорошая, вы сами это видите. Вы посмотрели на перчатки, вы сами видите, дорогие это или дешевые, это всегда видно. И вот здесь вот то же самое. Здесь хорошая шагрень, мне нравится. Все, вот это пройдено. Ну, в смысле как, осталось только по ароматике поработать и все. Так, это все убираем, теперь вам это не интересно. Потом посмотрите. Станок. Сергей, дорогой Сергей Свет Николаевич, огромнейшее спасибо тебе за то, что ты мне вот подарил вот такую штуку. Я понятия не имею, в какой иерархии геймов стоит вот эта вот железка. Ну как же я сегодня кайфанул. Вот буквально по всем статьям. Я понятия не имею, насколько он высоко или низко ценится. Я понятия не имею, насколько он в общих мировых таблицах мягко, жестко, агрессивно или еще как-то там бреет. Я вам честно скажу, ребят, мне и знать не хочется. Совершенно. Потому что в моих глазах это просто охуенный станок. Вот так примерно. Он продуман буквально вот до звука, до пука. До каждой тютельки-фитюлечки. Ты вот подойди что-нибудь подумай, а за тебя уже на 3 шага вперед подумали. Вот так вот он сделан, и так он бреет, и так он выглядит, и так он в руке сидит. Как это сделали, я не знаю. Но он именно так ощущается. Ты его берешь в руку, а ручка у него не круглая, не эллипсная, не овальная. Она какая-то, знаете, но если так упрощенно взять, она, наверное, все-таки больше прямоугольная. Вот с такими кандибоберами. Но, тем не менее, когда ты бреешься, ты пальцы-то держишь, да? Все. Насечка по всему периметру. Как бы ты ни в ее, как бы ты ни мечтал взять эту ручку, ты всегда напоришься на эту насечку. Но в лучшем случае, в самом большом случае, вот в самом частом случае, как ты держишь, ты же держишь так и как раз за плоское. И это удобно. Потом, это все-таки гем, не надо забывать, да, тут форма уже задана. И как мы бреемся? Мы его ставим, тынь-тынь, как тяпочка, и пошел, и пошел, и пошел. И рано или поздно ты выходишь на тот режим, что ты, да, действительно, как начинаешь работать как тяпочка. И что же тут, сука, происходит? А я вам, ребята, скажу, что происходит. Палец автоматом вот в эту вот фигню упирается, и ты уже как естественное продолжение руки начинаешь воспринимать этот станок, и тебе уже просто в кайф им работать. Просто в кайф. Потому что ты подрабатываешь, как подсекаешь. И вот это и пошло, и пошло. Зачем они сделали? Ни у каких станков этого нет, у этого есть. Зачем? Люди думали. Дальше пошли. Ну, про заклепки, вот про на фюзеляже, вот это вот про все я говорить не буду. Это, видать, ну, я не знаю, какие-то технические особенности. И дай-то бог. Хорошо. Смотрите, сколько лет прошло, а он все еще засранец работает, все еще бодр и весел. Ничего не проржавело, ничего не развалилось. Дай бог еще столько же лет, 100 лет проработает. Дальше поехали. Прищепочка. Тырт. Все. Все. Никаких замут, никаких баламут. Просто 2 крючочка на гарде, пожалуйста, вставил, зацепил. На тебе промывай, на тебе чисти, на тебе дунь. Там на-ка мышеловки поставь. Там, ну, что хочешь делай, он уже все, он готов. Это просто, это удобно, это изящно, это офигительно. Я его практически люблю. Вообще молодцы. Просто молодцы. И вот этот станок, он для меня лично даже микроматика переплюнул. Everready точно переплюнул. Я пока не понимаю, но это так, это факт.
Возможно, некоторую роль сыграло то, что лезвие уже третий раз хоженое, а меня умные люди уже предупреждали, что это лезвие таково, что чем дальше ты им бреешь, тем оно будет как-то более комплементарно к твоему лицу, и тебе будет все кайфовее. Возможно, возможно. Но мы это легко проверим, потому что следующее бритье будет Game Micromatic. Мы поставим опять это же и посмотрим, что будет. А потом, когда все это пройдет, у нас еще будет Ever Ready, и мы опять его поставим и снова проверим. И все это будет в отдельном плейлисте о гемах, чтобы все, кому интересно, не бегали, не искали там, а где, а что, а где, а как, а вот скажи. Вот, плейлист гемы, идите смотрите. Серега, парни, я охреневаю. Вещь, вещь. Я осознаю, что я сказал сегодня, и я не чувствую, что я пел какие-то дифирамбы, и я не чувствую, что я слишком много авансов на будущее пораздавал этому инструменту. Я пока даже не гуглил, не смотрел, сколько он стоит. Я сейчас не могу этого сказать. Я специально этого не делал, чтобы не зашориваться. Но это вещь. Вот из всех гемов, которые я на сегодняшний день пробовал, это, пожалуй, вот этот был бы, если бы меня кто спросил: Викторович, вот что там из гемов ты бы, я сказал: вот, берите, даже не думайте. Вещь. Пускай ты раненый в голову на вылет, пускай из тебя, как из говна пуля, бритец, пускай ты вообще ничего не можешь, пускай ты первый раз все это начинаешь, пускай вообще ты ничего не могешь, вот этим станком ты побреешься. Побреешься, если будешь делать простые, незамысловатые движения. Это просто офигеть, просто офигеть. Парни, ведь была у меня чуйка, что сегодняшнее бритье будет какое-то не такое, оно будет какое-то забубенное. Вот так-то оно и получилось. Мыло. Это еще одна позиция, которая меня сегодня ввергла в шок и трепет. И просто, честно сказать, я офигеваю. А что в мире-то происходит? Что за фигня такая? Эти разораки, они вообще чего? Вообще с ума посходили. Они вот это сделали по цене $6. Так это же годная штука. Да, пускай оно не жировое, пускай оно веганское, но как оно бреет? Как оно заводится с полоборота, как оно себя ведет, как скольжение, поскольжение, фактура пены, пенообразование, удобство работы, экономичность в конце концов. Я не могу найти хотя бы одной зацепки, хотя бы одного пунктика, чтобы сказать: да, вот это все, но вот это вот, ребята, ого-го. Нету такого. Андрей, спасибо тебе огромное за то, что познакомил с этим мылом. Но мыло, ребята, просто очень хорошее. Очень хорошее. Запах — это отдельная песня. Он здесь какой-то не шалтай-болтай. Он какой-то, как знаете, вот как весна. Ты идешь впервые, только вот молодежь неделю назад сняла шапку, а ты сегодня, и свежий ветерок дует, у тебя вихры вот так вот развиваются, и где-то там, вот там, может быть, в квартале от тебя стоит тот самый итальянский барбершоп. И вот этот ветерок до тебя так пумс, вот это донес, и ты идешь на запах. А когда ты ближе подошел, ты понимаешь, что там много запахов перемешалось, и все они мужские, и все они чертовски приятные и притягательные, и тебе хочется их все и больше, больше слышать, распознавать, раскладывать на полочки, а еще больше хочется подойти и те самые скляночки посмотреть, из которых это пахнет, а может быть повезет, и тебе даже дадут грушу нажать, и ты на себя брызнешь маленечко, и ты кайфанешь вообще по полной программе. И когда ты подходишь, и ты видишь вот этих вот ребят, которые часть из них сидят в креслах, а другая в белых курточках там над ними что-то колдует, а вот этих-то штуков-то практически и нет, а есть вот эти штуки, и ты удивляешься еще больше. Да как так? Как это может пахнуть? А может, ребята, может. И все это делает Разоржак. Они офигели. Просто офигели. Свежесть. Он какой-то переливчатый, не зная вот этого вот 3 икса итальянского, который там вот они рекламируют, которые они говорят, что это вот по его напивам. Но вот если бы я точно знал, что вот это по его напивам, я бы хотел такой одеколон, я бы хотел такой автошейв. Это реально, реально вещь. Реально. Я бы хотел налить в большую грушу, и как, знаешь, на тебе, сука, и так стоять и просто обтекать и кайфовать. Вот с таким запахом. Это было бы чертовски приятно. Просто обалдеть. Ой, ребята, спасибо. Спасибо за то, что выслушали до конца, дали сегодня кайфануть. Забыл, про чашу забыл. Денис, ты
не только затейник, но ты еще и хороший человек. Судя по тому, что ты эти чаши раздаешь за полцены, и сердце у тебя доброе. Вот к этой чаше я не могу добавить ничего. Вот если бы это была моя чаша, я хотел, чтобы она вообще была идеальная. Я, пожалуй, сделал бы только одно. Вот с этой стороны я предусмотрел бы какие-то насечки. Пускай небольшие, пускай большие, пускай средние. Да пофигу какие. Главное, чтобы они были для лучшего удержания. Потому что когда рука мокрая или мыльная, вот здесь вот все начинает скользить, и ты начинаешь выеживаться. Не более того. Все. Если ты человек аккуратный, если у тебя руки всегда сухие, тебе это точно не понадобится. А если ты все-таки угладаешься по самые помидоры, как я сегодня, то да, у тебя это будет скользить. Но опять же, это небольшая проблема, потому что чаша это рабочая. Она даст тебе возможность не только сбить хорошо мыло, но она еще и даст возможность тебе помазок покласть. Сбивает вообще на ура, никаких дополнительных насечек уже к существующим здесь вообще ничего не надо. Она проста, легка, удобна и симпатична. Что-то вот такое. Тем более, Денис, когда отсылал, мне самую мрачную отослал. Это темненькая вот такая черная. Не, ни в коем случае я не жалуюсь. Мне это нравится. Но самые веселые он там парням накидал, раскидал. Это хорошая чаша, Денис. Молодец. И очень жаль, что копия исполнения в 3D на сегодняшний день чертовски дороги. И нет смысла их выпускать производственно на 3D принтерах. Иначе бы это была бы бомба. Что-то она мне напоминает, где-то я такое видел. То ли чертежи такие раздавали, то ли еще что-то. Хорошая вещь, хорошая тема. На этом разрешите попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Богу здоровья. Пускай вас каждая беречет. Буквально каждая. Не через раз, а каждая. Я вот прям настаиваю. Было такое, как у меня сегодня. Чтобы вы примерно так же кайфовали, вам примерно так же, а вот можно еще и больше, было хорошо. И вы понимали, блин, ну какие мы все-таки молодцы, что спрыгнули с этих, блин, а перешли на эти, блин. Вот как-то вот так. Ну все, пока-пока. Рад был вас всех сегодня видеть. До следующей встречи. Подписывайтесь на канал.